Привет, друзья! Наконец-то я добрался до лестницы. И сейчас я расскажу, что я уже сделал и что будем делать. Установил я столб, разметил. Ступени будут у меня шириной 80 сантиметров. От стены я отступал я 90. Запас небольшой, чтобы еще заделать чем-нибудь стену. И плюс зазор должен быть еще, чтобы перила, если будет, то рукой удобно было браться, потому что под самую стену неудобно. Заанкерил, пластину снизу поставил, обварил. Сверху я уже установил две распорки, чтобы труба уже стояла на месте. Выставил по уровню, вот эта риска на уровне с верхней площадью доски. И сейчас как раз от верхней линии, которую я нарисовал на уровень с полом, я начну отмечать разметку. Вот смещение на столбе, состыковка самого профиля. Вот так вот. Профиль срезать буду на угол, состыковка с трубою. И вот каждой ступени смещение, сколько вниз и сколько смещение в сторону. Ну, проворот как бы по оси. И вот здесь тоже себе заметки сделал. Спешить и варить наперед я не хочу, потому что можно где-нибудь немножко ошибиться и уже внизу, допустим, если сверху варить, да, или снизу варить кверху, может набежать какая-то небольшая ошибка и будет ступенька очень низкую или очень высокую. Ну, короче, могут быть большие проблемы. Поэтому лучше сначала расчертить полностью ступени по всей высоте колонны главной и потом уже смотреть. Сейчас я покажу, вставлю картинку, какая лестница должна быть. Я уже нарисовал ее в 3D редакторе, уже немножко подкорректировал по высоте, уже замерил, вот именно от пола, к той линии, что я отметил. Замерил высоту, здесь 2 метра 79 сантиметров с половиной, вот так вот. Подкорректировал проект под данную высоту, выставил ступени, и у меня получилась высота между ступенями 155 и 3. Ну, 3 миллиметра, то есть 0,03 миллиметра, 0,3 миллиметра. Сомневаюсь, что я угадаю, но где-нибудь вниз-вверх, там на каждой ступеньке, я думаю, это не очень-то и страшно. Вот такие вот дела. Сейчас занимаюсь разметкой, показывать я не буду. Постараюсь разметить, полностью сделать разметку и покажу, как это выглядит. Закончил я разметку ступеней. Вот разметка, где должен был привариваться профиль. Квадратная труба профильная. И так вот, высота по проекту ступени 155 миллиметров и 0,3. Я отмечал линеечку или рулетку, и у меня все-таки ошибка набежала вниз. Очень большая, потому что вот P, то изначально была метка профиль, приварка 25, но получилось так, что это просто первая метка, первый проход, потому что вот получилась у меня первая метка вот здесь, и здесь буквально сантиметров с 10 только. А должно быть как высота ступени. 11 сантиметров получилось. Вот так вот. Поэтому пришлось сделать еще несколько повторных операций. Вот была немножко сделана поправка на толщину карандаша, ну то есть маркера. И на каждой ступени я немножко еще выиграл вот так вот. Но опять же внизу это еще было недостаточно. Я опять повторно сделал еще немножко, где-то я преувеличил. А, вот еще добавил. Этого оказалось опять же мало. Следующая итерация была вот здесь. И следующее еще я больше взял, потому что я уже брал приблизительно 154 миллиметра. Вот уже набежало сюда, и на первой ступеньке уже было больше. Поэтому эту итерацию я убрал, зачеркнул черным маркером. И вот это уже финальное. Получились все ступеньки где-то 15 сантиметров, 4 миллиметра. Вот так вот. Точнее уже не сделаешь, да, и в принципе уже незачем. Я думаю, на глаз не заметишь по-любому миллиметр-два этих. Для сборки ступеней изготовил вот такой вот шаблон, копир. Собран он на листе металла. Металл не очень ровный, поэтому пришлось контрольные точки поднять на профиль. Вот здесь это кусочек трубы вырезал. Имитация самой колонны.
Сделал упоры с обрезков. Вот здесь тоже обрезок. Вот так вот подгоняется заготовка. Вот под трубу. Здесь тоже усиляющий элемент. Здесь упор и крайняя поперечина. И все это сваривается на этом месте. И желательно сразу сварить полностью, не только прихватки. Есть у меня на 5 ступеней заготовки. И одна уже сварена. Немножко неправильно, сейчас покажу. Сделал вот первые, пометил их шаблон. Возле трубы я 2 зареза делаю, потому что если полностью радиус вырезать болгарку, это очень неудобно и нужно хорошо поиграться. Поэтому делается один зарез под таким углом и второй так. И получается почти встык с трубой. Есть места, где не встык, но это все заварится и будет все ок. Эти я использую для нарезки последующих ступеней, чтобы уже не было отклонений, потому что если вот этих отрезать новые, а от новых еще отмерять, будут отклонения. Поэтому оставлю их в сторону. И уже по этим шаблонам делаю последующие ступени. Вот эту ступеньку я только на прихватке взял и уже сваривал в стороне от шаблона. Поэтому вот видите, немножко в этом месте стянуло. Получилось не очень плотное прилегание и вот такой вот зазор. Сейчас я хочу вот эту ступеньку исправить, сварить вот эти еще 4 ступеньки и уже попытаться их на месте уже приварить, посмотреть, как выглядит лестница вживую. Так что я сейчас варю и будем приступать к сварке ступеней колонии. Вы только что смотрели на сборку 3-й ступени. Вот. Первую я переварил, вот здесь отрезал, развел и точками с отрывом переварил. Все равно немножко стягивает, поэтому каждую ступеню притягиваю струбциной к столбу, потому что здесь угол и оно пытается отойти от трубы, поэтому приходится подпирать. Занимаюсь сейчас наборкой ступеней на лестнице. Вчера я прихватил 5 ступеней вот этих. И сегодня я уже с утреца изготовил 9 ступеней, сварил полностью. И сейчас тоже занимаюсь наборкой и покажу, как я это делаю. Вот Донкрат мне помогает, моя разметочка. Вот видите по разметочке. Также, почему я хочу на прихваточке все сначала собрать? Потому что вот смотрим. Я ставил меточки, да? Вот первые ступени хорошо идут по линии, все без проблем. Вот и здесь уже начинается немножко смещение. Почему такое смещение? Потому что по чертежу у меня ступень находит на ступень на 25 мм. Профиль 25 мм. Я беру уровень вот так вот. И вот таким вот образом набираю. Смотрю, что уровень вот приблизительно ложится на... Но нет, нечему что упереть. Приблизительно на глаз смотрю, что уровень как бы вроде идет вровень. И здесь проверяю вот, ну немножко, может быть я иначе вот так вот уровень взял. И вот проверяю уровень. Вот такое вот смещение. Получается, я уже сейчас больше ориентируюсь на вот этот ориентир, наступ. Это так, контрольная точка. И вот уже немножко пошло смещение. Вот. Сейчас я стараюсь вернуться назад. Вот на этой ступени я уже взял немножечко больше нахлёст сделал. Вот, ну вот там буквально здесь, ну, миллиметр больше. Может 2. Сейчас выставлю форму. Да, миллиметра 2 здесь. И вот, видите, немножко назад стал уходить, чтобы вот эти метки тоже совпадали. Потому что, когда я дойду до конца, этих пару миллиметров набежит кверху очень много. И по расчету лестница, вот последняя ступень параллельно идет. То есть, чтобы у меня еще площадка была. Если я сейчас так плюну на эту ошибочку, так сказать, наберу, последняя ступень может вот так получиться. Это мне не нужно. Поэтому я сейчас стараюсь все-таки полностью лестницу набрать до конца.
посмотреть, как что, если может быть какие-то ошибки в расчетах, и потом уже варить намертво, так сказать. Ну, анкера, конечно, все-таки буду бить арматуру, потому что стяжка здесь не толстая, не тянут анкера. Вот здесь взял короткий, но он тоже вытягивается полностью весь. Короче, нужно засверлить еще отверстие, забить десятку арматуру, сантиметров 30, потому что лестница немножко вот крутится. Также будут вот здесь привариваться к стене. Вот на этой ступени, допустим, привариться, заанкериться в эту стену. И вот либо на эту, либо на следующую тоже вот здесь заанкериться в стену. То есть это дополнительные крепления лестницы будут у нас такие. Ну и соответственно сверху также. Давайте, беру ступеньку. Вот, я не помню, говорил я или нет, варю только здесь, здесь и здесь. Вот швы уже, это сверху, снизу вверх варил в горизонтальном положении, то есть в вертикальном положении. Вот такие вот швы уже получаются, я думаю, неплохие. И одну сторону я не провариваю, потому что здесь, если будет бугор, нужно будет спиливать под настил. Поэтому я пока что этого не делаю. Ну и скорее всего и не буду. Выставляю донкрат, закидаю. Донкрата приблизительно высота уже выставлена на высоту ступеньки, да. Вот здесь беру меточку и немножко ступени стягивает, поэтому надо немножечко как бы забивать их. Вот мы и забили ступеньку, проверяем теперь по высоте. Ставлю уровень. Вот, нужно сначала вот здесь. Да, здесь очень большой пока что. Нужно сместить. Вот здесь тоже миллиметра 2 буквально смещение. Можно даже немножечко завернуть обратно. Проверяем уровень теперь. Вот уровень здесь сначала. Немножко нужно поднять. Поднимаем. Домкратом все это просто делается. Вот немножко я поднял. Эту перепроверяем. Ну, пока что мы делаем прихватку, потому что и так, да, вот видите, нужно будет эту сторону поднять. Но эта сторона, вот эта на месте, поэтому прихватываем. Прихватка есть. И вот эту сторону нужно немножко поднять. А вот уже по уровню. Снова перепроверяем все горизонтали, вертикали. Вот здесь тоже. Так, а что у нас здесь? А у нас здесь ступенька съехала внутрь, утащила ее прихваткой. Значит, нужно равнять. Вот так вот. Перепроверяем. Миллиметра 2. Так и оставляем. Есть прихватка. Перепроверяем. Немножко вверх утащи. Ну, это уже прихватку потянуло. Дальше будем еще равнять мы горизонталь. Прихватываем еще на 2 прихватки. Ну вот и все, ступень приварена. Сейчас таким же образом все ступени и приварю. Продолжаю работу. И вот что у меня получилось, друзья. Полностью вся лестница набрана на прихватках. Вот верхние ступени. Вот она. И бросил просто планочку, сравнить уровень. Все хорошо, все по уровню, все замечательно. Но есть некоторые нюансы. И сразу говорю, почему я сразу говорил и буду говорить, что не нужно было сразу делать прихватки, капитально все варить. Потому что есть бока. И они вылезли только что. Раньше я почему-то в проекте этого не учел. Но сейчас я уже понял свою проблему и придется, скорее всего, лестницу немножко проворачивать по часовой стрелке. Ну вот, я даже микрофона не одевал, звук с камеры я соорудил быстренько, подпорки на 3 ступени, самое главное. В принципе,
Вот, есть зазор, да, как бы на эту если встать, то уже, вот если здесь буду я идти, вот моя нога стоит на следующей ступени, то в принципе я уже могу удариться головой. И вот на это еще комфортно, лично мне, вот. Но если человек повыше немножко, уже будет дискомфорт. А если на этой ступени, то в принципе и мне, и другим будет нормально. То есть по-любому нужно на одну ступень вот так провернуть на 30 сантиметров по окружности. Здесь, конечно, теперь площадка сместится немножечко, но что поделаешь. Все хорошо получилось, сейчас расскажу. Вот я перед тем, как снимать колышки и проворачивать лестницу, я от трубы замерил каждую сторону по 20 сантиметров и поставил метку, чтобы проще было выставлять. Не от стены брать, а сразу с краешка вот здесь. Короче, от трубы, от стенки трубы в каждую сторону по 20 сантиметров. И также провернул и выставил, потому что немножко при повороте пластина не по центру поворачивалась, а смещалась. Забил колышки уже без анкеров. Засверлил отверстие на 8, забил арматурой кусок. Полностью не забивал пока что, потому что вдруг что можно вытащить и исправить еще какую проблему, если вылезет. Но я уже надеюсь нет. Здесь все понятно с поворотом, а сверху, что я сделал сверху? Вот я с досок сбил квадрат с отверстием под трубу. Отсюда сюда распорку прибил доской. И не хотел я уже варить металлоконструкции, зачем? И вот две доски тоже идут туда, на пол, к полу прибиты. И вот здесь. Отлично держит. И пока что это будут распорки временные. Не буду ничего уже делать. Эти железные я убрал. Можно было изначально так и сделать. Вот, у меня здесь еще над головой есть сантиметров 25. Здесь тоже без ощутимого ущерба. В дальнейшем здесь у меня еще в планах сделать второй этаж, возможно каркасный. Здесь перестенок пока что есть. Сделал под двери, там проем, но сейчас он ватой заложен. Это на будущее. Поэтому хотелось здесь сделать площадочку еще. Вот, и изначально она была вот по прямой линии, вот так вот. Но даже после поворота у меня остается вот здесь 90 сантиметров. Вот отсюда до вот этого угла 90 сантиметров. Я думаю, это более чем достаточно для прохода. Все, друзья, все сварочные работы по каркасу винтовой лестницы завершены. Где какие места я попропускал, доварены. Сделана наверху площадка, чтобы можно было на второй пока что ходить. И ступени я еще не делал. Сейчас, на данный момент, пока идет строительство, я накину какие-то доски старые, потому что делать красивые ступени не имеет смысла, потому что они убьются еще. Строительство я еще не знаю, сколько затянется. Поэтому пока что черновые, здесь нечего показать. В дальнейшем у меня еще по винтовой лестнице выпустить два видео, сделать винтовое перила также и ступени красивые. Давайте пройдемся по лестнице и будем уже завершать это видео. В конце я еще расскажу, сколько мне обошелся пока что на данный момент этот каркас. Как я уже говорил, я развернул лестницу. Снизу вот я еще вырезал планочку, заанкерил ее. Вот, я думаю, достаточно света, не хочу брать. Есть вот здесь анкер и вот здесь анкер также есть. Все обварил. Перемычки уже вот эти установлены. Я за них еще не говорил. В предыдущих дублях их не было еще. Уже заварены. Все везде по кругу обварено. Везде и сверху. Наверху вот здесь все 4 стороны. Снизу тоже все 4 стороны. Вот здесь я приварился к стене, заанкерился. Тоже это дополнительная точка опоры. Их таких две у меня. Первая вот здесь. Есть косынка сделана, все обварено. Два штыря, где-то по сантиметров 40. Вот здесь тоже такая же самая пластинка. Два штыря длинных. Потому что анкеры длинные в глину. Здесь глина, и здесь глина, и здесь. Нету смысла, они не держат. Я думаю, если уже закрыть ступени настилом, да, нашими ступеньками уже,
которые я буду делать, то вставать удобно. Сейчас, конечно же, стою вот только на вот эти вот профили, то немножко качаюсь и стремновато, не держась ни за что, ходить по лестнице. Но с настилом, я думаю, уже буду уверенно ходить. А сейчас все-таки придерживаюсь. Ну, конечно, уже на высоте еще немножко страшнее становится. Поэтому приходится держаться. Но здесь есть приварка к центральной опоре. Вот, дополнительная. И она идет вот сюда. Здесь она заанкерена и сделана косынка. Там еще осталось немножко обварить. На нее уже есть настил. Уже вот здесь забил такой вот столб. И сделал тоже перилу небольшое, потому что ходить немножко опасно. С этой стороны вот я приварил уголок, прикрутил доски. Немножко, конечно, данная конструкция еще играет, но тут еще будет укрепляться площадка, как и говорил. Вот сюда дальше пойдет, будет площадочка. И тут же тоже будет зона небольшая делаться ниже. Такой средний уровень, как бы. Немножко играет, конечно, данная конструкция, но укрепим. Вот так вот с этой стороны. Давайте, что я еще забыл сказать. Ну, в принципе, все. Здесь тоже все столбики обварены. Вот я спускаюсь, придерживаюсь за центральный столб. Ну что ж, вот такая вот лестница, друзья, получилась. По деньгам, что мне стала данная лестница? По электродам у меня пошло где-то до 2 килограмм. По нашим деньгам это гривен 150. По металлу давайте. Вот труба профильная 25 на 25. Труба круглая 76 на стол брал. Квадрат этот я брал на другие проекты. И труба профильная 20 тоже на другие проекты. Порезку мы не считаем. Вот получается, что у нас 42 метра. 42 метра то я брал, у меня осталось, если еще не брать вон ту перемычку, вот кусочек остался металла. Здесь метра 2, там метр ушел. Короче, где-то 3 метра. 39 метров пускай. И за 42 метра я заплатил 1360. Труба 378. Суммарно лестница обошлась 1900. Пускай 2. Если в рублях умножьте на 2, если в долларах разделите на 27. Высота данной лестницы получилась 2 метра 85 сантиметров. Если я ошибся, я напишу при монтаже видео. Высота каждой ступеньки 15,5 сантиметров. Ширина на краю 30 сантиметров 5 миллиметров. И всего ступеней получилось 18 штук. Вот такие вот параметры лестницы. Аппарат вот этот второй варит, хорошо варит. Скорее всего, позже сделаю обзор. Но вот этим варил, то режет он хорошо прутки. Вот эти прутки обрезал. И варил где-то до 10 электродов без перерыва. Ну, варил, конечно, с отрывом. Потому что здесь тонкий металл. Вот данные швы еще покажу. Конечно, есть и насиры такие страшные, но есть и хорошие красивые швы. Мне вот лично самому нравятся вот красивые наплывы. Ну, и есть и страшненький. Вот такой каркас винтовой лестницы получился, друзья, у меня. Все этапы изготовления данной лестницы я вроде бы упомянул, за все рассказал, все показал. Затраты я сказал, какие были. Ну, вроде бы все. Если что-то вам интересно, может что-то я забыл, пишите обязательно в комментариях, спрашивайте. Я постараюсь всем и всегда ответить. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому интересна дальнейшая судьба данной лестницы, ну то есть ступени сами и винтовое перило, обязательно поставьте колокольчик. И если выйдет в дальнейшем видео, вы никогда его не пропустите. На этом я завершаю первую часть винтовой лестницы самодельной. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Всем пока, друзья.